Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 23 апреля, воскресенье. И я так подозреваю, что многие из вас были весьма обескуражены, услышав вчера по поводу высказывания в Париже китайского посла Лу Шие, согласно которому, он конкретно говорил о Украине, но вообще это касалось всех новых независимых государств, которые образовались на развалинах Советского Союза. Так вот, он сказал, что Украина, а вообще все эти государства не имеют четкого правового статуса в международном праве, в международных документах, как он сказал, вот конкретно такого всеобъемлющего определения. И тут все разгорелось. Тут вспомнился и визит совсем недавний Макрона в Китай, который, согласно Макрону, был весьма успешным, но который вызвал неоднозначную реакцию и в Украине, на Западе. А также пикантность этого высказывания Лу Шие состоит в том, что он его сделал тогда, когда в Париж прибыл министр торговли Китая для интенсивных переговоров по результатам встречи предыдущей, Макрона с Си Цзиньпином для того, чтобы заключить или проработать важное торговое соглашение в области торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, в понедельник собирается большая встреча представителей ЕС, которые будут обсуждать перспективу дальнейших развитий ЕС с Китаем. А в июне предстоят в рамках ЕС дебаты по поводу того, что делать с всеобъемлющим инвестиционным, торговым, экономическим договором о сотрудничестве с Китаем. Китаю это чрезвычайно важно. Этот договор был еще до ковида как-то так положен под сукно, долго лежал там, в связи с экономической ситуацией в Китае ему очень важен. И вдруг среди всего этого, среди ясного неба, звучит это заявление китайского посла в Париже. Ну, что я могу сказать? Я глубоко изучил, насколько это возможно, этот вопрос. Сейчас попытаюсь вам это рассказать. Это выглядит как захватывающий сериал по поводу того, как делается внешняя политика. Вот есть в широких слоях населения такая иллюзия, что там вот где-то там вверху сидят очень умные люди, и каждое слово их продумано, и все ходы они просчитывают на многие шаги, а то и мили вперед, и за каждым этим словом кроется какой-то сильнейший потаенный смысл. Но вот сейчас я вам это все и расскажу. Итак, я прослушал в оригинале это интервью Лу Шие и должен сказать, что он поплыл. Вот просто так поплыл. Ему задали вопрос, как вы относитесь к вопросу о принадлежности Крыма, то есть кому он принадлежит, Украине или России. Он решил высказаться витиевато, и эта витиеватость вылилась в сентенцию, что у стран бывшего Советского Союза, у них нет четкого международно-правового статуса, поскольку нет вот такого вот документа, который бы определял их границы. А потому сначала, как он сказал, Крым принадлежал России, поэтому и тут же журналист, когда это услышал, интервьюер, он коршуном налетел на бедного Лу. И так вы скажите, без обиняков, так все-таки кому принадлежит Крым? Но тут Лу Шие понял, что он ляпнул глупость, начал изворачиваться, журналист его припирал. В общем, китаец в конце концов слез с того, что это очень сложный вопрос, поэтому давайте подискутируем. Поэтому вот моя мысль, сказал он, давайте подискутируем. Ну, я не могу себе представить, что посол Китая во Франции не знает, что такое международное право.
который включает в себя, помимо всего прочего, двусторонние договоры, соглашения между государствами. И согласно этим договорам, в частности, это включает тот же самый договор между Россией и Украиной, Крым принадлежит Украине. Однозначно, без всякой запятой, после этого слова ставится, то есть принадлежит Украине, точка, все. Что касается международного признания этих государств, ну, в частности, Украины, то я бы напомнил Лушае, что международное право признало Украину как самостоятельного члена Организации Объединенных Наций намного раньше, чем Китай. Я напомню, что Украина стала членом ООН с самого начала образования ООН за особые заслуги во Второй мировой войне, за особые заслуги в разгроме фашизма. Что касается Китая, то Китай был тоже с самого начала членом ООН, но в качестве Китая, как Республика Китай, там сидел Тайвань до 1971 года. То есть, строго говоря, с точки зрения международного права, до 1971 года Китая, вот который сейчас представляет Лёш Лушае, его вообще не было. А Украина в это время заседала в Организации Объединенных Наций. Ну и я почитал китайские газеты, кстати, тоже они возмущены высказыванием Лушае, такое ляпнуть и в такой неподходящий момент. Так вот, они напоминают ему, что Китай признал независимость Украины, то есть как самостоятельное государство, в 1991 году. А признал ее в нынешних границах в 1994 году в связи с подписанием Будапештского меморандума. И Китай, хотя там, если я не ошибаюсь, он не был подписантом этого меморандума, но как ядерная держава, там какой-то особый они документ приняли, в котором вырезали, что как ядерная держава они поддерживают, значит, этот Будапештский меморандум, в результате которого Украина отдала третий по величине ядерный потенциал, отдала для того, чтобы укрепить мир, безопасность во всем мире и так далее. Так вот, Китай тогда вот и признал границы Украины в тех рамках, которые они существовали на начало 2014 года. Китайские средства массовой информации, как я вам сказал, ну давайте сначала, давайте пройдемся по реакции других стран. Немедленно и очень резко выступили представители стран Балтии. Латвия, Литва, Эстония. В заявлениях представителей этих стран высказывания посла трактовались как абсолютно неприемлемыми. И еще одна важная мысль состояла в том, что вот такими заявлениями посол, в общем-то, убил возможность Китая принимать участие в урегулировании или в переговорах по урегулированию войны в Украине. То есть фактически его обвинили в том, что он убил все усилия Си Цзиньпина, убил вот этот документ из 12 пунктов, которые сейчас так Китай пропагандирует по всему миру как высшее проявление политической и дипломатической мудрости Пекина. И, в общем-то, нечего ему делать. То есть он себя фактически раскрыл как государство, которое поощряет, в общем-то, войнушку среди всех этих 13 новых государств независимых бывшего Советского Союза. А если учитывать, что у Китая стратегический союзник, там, по большому счету, без границ, как они это говорят, один, то есть Россия, то вызывает подозрение, не
не подталкивает ли Китай таким образом Москву, чтобы помимо Украины Россия или Москва предъявила территориальные претензии ко всем остальным государствам бывшего Советского Союза и таким образом затеяла склоку, войну на всем пространстве бывшего Советского Союза, а в это время Китай, пользуясь тем, что внимание и усилия НАТО и Соединенных Штатов будут отвлечены вот на эти войны всех со всеми, а Китай в это время будет решать свой территориальный вопрос с Тайванем. Тут интересно, я вам сейчас прочитаю несколько комментариев. Комментарии очень важные. В Китае, вот все китаеведы их читают, потому что в них часто высказывается мнение, которое по различным соображениям, деликатным, политическим, не входит в текст статьи. Так вот, в комментарии к одной из статей по поводу неудачного выступления Лушае, вот в частности говорится, один из читателей: этот так называемый посол во Франции, это пишет китаец, должен быть уволен на месте за то, что а также ему нужно засунуть его ногу в рот. Это китайский, видимо, такой, китайская метафора. Как и другие комментаторы до меня, его замечание просто неоправданно дает противникам Китая, то есть Соединенных Штатов и Запада, боеприпасы, необходимые для нападения на него. То есть он поставил себя под удар, как двуличная, как двуружная страна или режим. Он не посол, а скорее позор для Китая. Следующее. После этого Китай не может вызывать никакого доверия на международной арене и не может быть независимым брокером в украинском конфликте здесь, как говорится. Теперь это совершенно ясно. Наконец, господин Лу открыто ляпнул, что война в Украине скоро не закончится. Он поощряет фактически Путина для того, чтобы после того, как он захватит Украину, чтобы он начал воевать со всеми остальными республиками и так далее. Ожидается, вот представители стран Балтии потребовали разъяснений от официальных властей Пекина по поводу этого высказывания. Франция, правительство Франции, по-моему, это представитель Министерства иностранных дел, сказал, что правительство Франции пришло в ужас от этого высказывания и тоже попросила или потребовала разъяснить, является ли это официальной позицией. И как добавил представитель Франции, лучше бы это не было такой позиции, то есть лучше бы это не было официальной позицией страны. Ну и теперь, значит, все это свершилось после, я бы сказал, такой многогранной, искрометной и многоцветного визита президента Макрона в Пекин, после которой он сделал ряд неудачных заявлений, за которые его немедленно подвергли критике западные союзники. И вот тут тоже мы сталкиваемся с вопросом о том, как вот неудачно ляпнутое слово превращается, или выражение превращается в проблему. И это тоже не является результатом каких-то продуманных решений, каких-то комбинаций, которые просчитали. Вот мне всегда нравится, я так улыбаюсь всегда, когда часто народ высказывается в своих постах, там наверняка все просчитано. Ну вот видите, как это просчитано.
Кстати, я напомню, запомните, я люблю этот пример, Генри Киссинджер в своих мемуарах, одних из первых, которые он написал «Мои годы в Белом доме», он писал, как в Белом доме принимались решения. То есть каждое утро он писал, мы приходим, раскрываем газеты и читаем, что за прошедшую ночь вот к этому утру утекло в открытое информационное пространство. И от этого уже начинаем плясать и думать, что делать дальше. То есть возникает реактивное. Тут нет концепции, как вы видите. Да? Это вырабатываемое решение, политика становится реактивной реакцией на свершающиеся события. Так и здесь. Значит, вы помните, что по возвращению из Пекина, еще находясь в самолете, Макрон сделал несколько сногсшибательных заявлений. Но там несколько мыслей главные. Главная мысль заключалась в том, что Франция не должна, вообще не только Франция, вообще Европа должна иметь стратегическую автономию от Соединенных Штатов, прежде всего по тайваньскому вопросу. То есть проблема защиты Тайваня – это проблема исключительно Соединенных Штатов, а мы, Европа, должны как-то так вот в сторонке находиться от Соединенных Штатов. Вот наша автономия, это и есть наша стратегическая позиция. Он не придумал ничего нового. Это вот та позиция, которую выработал генерал де Голль, когда был президентом, в благодарность Америке. Французы были очень обижены тем, что в ходе ленд-лиза они получили меньше, чем Великобритания. Смертельно обиделись, хотя за что, сказалось бы. Великобритания сражалась, то есть регулярная армия Великобритании сражалась с фашизмом. Франция капитулировала, были отдельные отряды, были маки, партизаны, но Франция, по сути дела, она ждала, пока ее освободят. Ее освободили. В ходе, значит, Второй мировой войны Франция получила примерно четвертую часть от того, что получила Великобритания. Ну и понятно, так это должно было быть, потому что ее вклад в освобождение был гораздо меньше, чем Великобритания. Но Франция закусила губу, и вот при де Голле был даже момент, когда Франция перестала участвовать в военном НАТО, то есть в военной части союза НАТО. Идея была такая: если Советский Союз нападет, то Америка нас должна защищать. Но мы сами не будем входить в военные структуры НАТО. Вот так вот. И вот на этом, собственно говоря, и базировалась нынешняя концепция Макрона. Но на это наложилось несколько весьма существенных особенностей личности Макрона, о которых не принято говорить публично, но вот его позиция, его высказывания могут быть объяснены только зная эти особенности. Я поговорил с американскими дипломатами. Есть у меня один хороший знакомый, который работал на европейском направлении многие годы, сейчас он в отставке, на пенсии. Он направил меня на ряд источников. Ну, в общем, я так познакомился, кратко скажу так. Что же собой представляет Макрон? Во-первых, внешняя политика, безусловно, в этой республике принадлежит, главную роль играет президент. И это является любимая игрушка Макрона. Вот как в Москве внешняя политика, то есть нафиг экономикой заниматься, интереснее внешней политикой, военными делами, как для Путина. Это то же самое для Макрона. Далее. Макрон, как говорят французские дипломаты, вообще надо сказать, что вот то, что Макрон единолично сейчас фактически проводит внешнюю политику страны, приводит в ужас его Министерство иностранных дел. Даже министр обороны, иностранных дел Франции внутри страны рассматривает скорее как так и называют это, диск-жокей, который фактически играет, проигрывает ту пластинку, которую записал уже Макрон. Он входит в такие мелочи, что даже начальникам департаментов
важных департаментов МИДа, прежде чем назначать работу, он проводит личное собеседование, видит себя большим экспертом. Он не может просто и ясно высказывать свои мысли. Он мастер сложного мышления. Вот запомните эту формулировку. Сложного мышления. То есть слово, как писал один из классиков, слово в простоте не скажет, вечно замутит вот нечто такое аморфное, как облако в штанах. А потом наблюдатель, журналисты начинают размышлять, появляется масса вопросов, они задают вопросы, он начинает еще больше тумана напускать, и в конце концов все так запутывается, что становится невозможно. Во-первых, проблема становится непонятной, а во-вторых, совершенно непонятно, как ее решать. Из этого говорят, что вот все его концепции настолько сложны, что непонятно, что делать, и думают, предполагают, что он специально вот мутит таким образом воду, чтобы проблема становилась чтобы не решать проблему вот сейчас, так или иначе. А говорит, вот давайте еще подискутируем, проблема сложная. Ну и тут, как мне сказал один европейский дипломат, он говорит, вот в этом и вся личность Макрона. То есть он избегает принимать решения, в результате которых надо брать ответственность на себя. Поэтому он и женился на более старшей женщине, значительно более старше его, интеллектуально умнее и опытнее его. И помимо всего прочего, еще и учительница его. То есть ему надо иметь вот такого, то есть жена – это для него еще и гуру, и человек, который, видимо, вместо него придумывает решение или принимает решение. Он еще запутанный дипломат, как его говорят, как об этом говорят люди, знающие его. То есть это мастер. Вот как сказал один из дипломатов французских в отставке, после 6 лет пребывания у власти Макрон все еще не измеряет объем своих слов. И это большая проблема. Ну вот это, видимо, то, что и произошло, когда он заявил по поводу необходимости стратегической автономии для Европы, автономии от Соединенных Штатов Америки. Он представляет вещи в их сложности, простых вещей. Вот американцы, наоборот, они пытаются всегда все упростить. У них есть поговорка такая «make it simple, stupid». Там, дурачок, поступай просто, и все будет хорошо. Макрон все всегда усложняет. Ну и еще я читал, что несколько источников, которые хорошо его лично знают, говорят, что Макрон, есть у него вот такой недостаток, он неограниченно уверен в своей способности влиять и убеждать людей, то есть собеседников. Но вот ему так кажется, что встретившись несколько раз с Си Цзиньпином в личной беседе, он узнал его, он изучил его гораздо глубже, чем все остальные лидеры других стран Запада, хотя они, может быть, встречались с Си Цзиньпином гораздо больше и гораздо чаще. То есть он считает, что судьба его благословила вот такой способностью делать лучше, чем все остальные вместе взятые. Как сказал этот бывший министр, это говорил бывший министр иностранных дел Франции, он сказал, что это чистый нарциссизм. Ну и что еще? Да, вот цитата, где это проявляется, согласно бывшему министру. По поводу его переговоров с Си Цзиньпином, он сказал, мне было комфортно беседовать с Си Цзиньпином, я его считаю, что я раскусил, что ли, его личность, понял, кто он такой, и теперь то есть мы достигли каких-то договоренностей на основании того, как я его понял, и теперь жду динамику, то есть как будут развиваться
события в результате наших договоренностей. Ну и помимо всего прочего, вот имея такой набор дичайших противоречивых качеств для вершителя внешней политики Франции, он еще ревностно следит за тем, чтобы никто его не мог затмить. Я имею в виду во Франции, прежде всего во Франции. Тут интересный эпизод я прочитал. Он произносил свою какую-то очередную многоходовочку рассказывал, вернее, описывал в публичном выступлении. Всех запутал, никто ничего не понял. Значит, он выходит со сцены, подходит к одному из своих чиновников, говорит: ну, надеюсь, ты-то на моей стороне, ты все понял. А в зале тишина. И этот собеседник, его помощник, говорит: ну, судя по реакции зала, не только я, но остальные тоже вас не поддерживают. Макрон тяжело вздохнул, отвернулся и ушел восвояси. Вот, кстати, когда я прочитал это, первая мысль, которая у меня была: вот как замечательно все-таки, что есть демократия в государстве. Демократия настолько, что вот помощник может вот так в лицо сказать своему начальнику. И тот вздрогнет и задумывается. То есть это не позволяет начальникам, президентам сходить с ума от осознания своего несуществующего величия, как это бывает в авторитарных государствах, где все средства массовой информации принадлежат тебе, под твоим контролем, как главы государства, где все помощники тебе подпевают, какой ты великий, в результате крыша едет, а вместо с тобой едет и крыша всего государства. И происходит то, что сейчас происходит на полях сражений в Украине. Так что это величайшее достижение демократии, когда помощник может сказать даже премьер-министру или президенту: месье, вы дурак. Ну, еще две важные мысли, которые я вот усвоил, знакомясь с особенностями Макрона как внешнеполитического деятеля. То есть в Министерстве иностранных дел Франции обескуражены и опечалены, что Макрон не понимает истины, простого факта, что Париж, Франция, не имеет никакого влияния на Кремль. Вот все его инициативы, которые он предпринимает, а до него Саркози в качестве переговорщика, брокера, независимого якобы, это было все построено на песке, и Министерство иностранных дел знает, что это песок, и это ни к чему хорошему не приведет. Так вот, вслед за Саркози Макрон тоже не понимает, что он и вся Франция не имеют никакого влияния, по большому счету, на Москву, на Кремль. Ну, еще один высокопоставленный французский дипломат говорил в одном из интервью, что Макрон хочет говорить от имени всей Европы, но он путает себя с Европой. Он действительно думает, что интересы Франции – это интересы Европы. Но это не так. И вот этот человек, поговорив с Си Цзиньпином в ходе роскошного, ему же там, знаете, устроили пышный прием, пообщавшись с Си Цзиньпином, убедивший себя, Макрон, я имею в виду, в том, что он понял Си Цзиньпина, и он может его, как они говорят, соблазнить, то есть оказать на него нужное влияние, вот и договорился о том, что теперь Франция вместе с Китаем работают по урегулированию, дипломатическому урегулированию войны в Украине. Ну, я не меняю своей позиции. Вот я как сказал вам, что Макрон и фон дер Ляйен приехали в Пекин как кнут и пряник. Но я считаю, что так это и свершилось. То есть после того, как Макрон ляпнул в стиле Лушае
то, что не надо было. А там самое главное, он сказал две вещи, что Франция и вся Европа должны как-то так отойти от тесного союза с Соединенными Штатами, где-то болтаться между Китаем и Европой. Бредовая концепция со стороны, по мнению практически всех остальных стран Европы, в частности, и Евросоюза в целом. И вот накануне, буквально вчера, если я не ошибаюсь, состоялся телефонный разговор Байдена с Макроном, где поставили все точки над «и», и теперь все ясно. И, по-моему, мы с вами были правы. В ходе, как это высказались по поводу, прокомментировали беседу Макрона с Байденом в Париже и в Вашингтоне, было подтверждено единство всего западного мира в вопросе о Тайване и вообще в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в вопросе по поводу войны в Украине. Макрон объяснил, что его высказывание о большей автономии Европы от Соединенных Штатов, оно имело в виду то, что Европа должна больше денег вкладывать и усилий в укрепление своей собственной обороны. То есть больше денег, до 2%, а может быть больше, наладить свое собственное производство, чтобы как не зависеть на все 100, как маленький ребенок, от Соединенных Штатов Америки. Это блестящая идея, которой американцы давно добиваются, которой жестко добивался Трамп, правда, настолько тупыми методами, что он развалил практически все НАТО. Вот. Но, то есть Макрон сейчас говорит: ребята, я хороший, немножко запутанно, но я сказал то, чего вы от меня хотели больше, хотели давно. Так вот, я считаю, что мы должны больше тратить деньги на свою собственную оборону. Ура! Бурные аплодисменты, все встают. Ну и, наконец, важнейший вопрос по поводу... Это вот французская представитель президента Франции таким образом прокомментировал беседу Макрона с Байденом. Было подтверждено, что лидеры согласились с важностью продолжения взаимодействия с Китаем, чтобы Пекин поспособствовал в среднесрочной и в долгосрочной перспективе прекращению конфликта. То есть речь идет о том, и мы с вами об этом говорили, я это видел, то есть это было мое убеждение, что вся эта, и визит Макрона в том числе, и вся эта история была затеяна с тем, чтобы привлечь Китай к вопросу о политическом и дипломатическом урегулировании, в конце концов, войны в Украине, для того, чтобы Китай мог сказать Путину, и Путин принял бы от Китая такие условия, которые он никогда не мог бы принять от любого западного лидера, будь то Макрон или премьер-министр Великобритании, кто бы там ни был, или американский президент. То есть среднесрочная перспектива, вот это слово, оно говорит о том, что Запад, в том числе Макрон, Байден, Великобритания и другие страны НАТО, они с нетерпением ждут начала и результатов украинского контрнаступления. Затем, по результатам, если они будут хорошие, достаточные для создания сильной позиции Украины на переговорах, тогда на арену выходят, вернее, страны Запада формулируют условия, скажем так, откровенно, капитуляции Кремля. И только одна страна
это Китай, который может обратиться к Путину и сказать: Вова, давай признаем реальности, вот они такие, ты проиграл, поэтому давай-ка соглашаться на те условия, которые вот тебе предлагают. И Путин, вот от Китая он может принять не совсем удобные для него условия. Это не будет для него потеря лица. А вот если это скажет представитель западного государства, то это будет потеря лица. Вот так мне представляется вся эта игра, большая игра, затеянная Западом с Китаем. Потому что как бы там ни были какие-то нюансы, даже, может, на первый взгляд, расхождения между Парижем и Вашингтоном и Лондоном, но в конечном итоге, вот, согласно последнему разговору Байдена с Макроном, все они в одной лодке, и в одной лодке с Украиной. Ну, а тем временем Китай, стратегический союзник без границ Путина и Кремля, усиливает процесс дерибана территории или сфер влияния своего дорогого друга. На этот раз речь идет о дальнейшем мощном целенаправленном проникновении или освоении, я бы сказал, политика экономико-дипломатического контроля Пекина над бывшими республиками Средней Азии, Советского Союза, а теперь Центральной Азии. Вот что пишет по этому поводу китайская печать. Как проникновение Китая в Центральную Азию может заполнить экономическую пустоту, оставленную Россией? То есть вы чувствуете? Причем почему возникла экономическая пустота? Согласно китайским средствам массовой информации. Она возникла в результате санкций, наложенных на Россию западными государствами. Но мы же понимаем, что эти санкции – это следствие, а не начало. А началом была агрессия Российской Федерации против Украины, за которыми последовали санкции. То есть, если быть логически последовательным, то китайцы тут написали дипломатичным языком. Ну, а если говорить откровенно, то Китай проникает, заполняет пустоту экономическую, политическую, оставленную Россией в результате безумного нападения Путина на Украину. Вот так Китай и пользуется своим союзником. То есть Китай, по большому счету, играет уверенно, и шансов у нее погреть руки на этой войне так или иначе. Россия успешно воюет, неплохо для Китая. Россия плохо воюет, тоже неплохо для Китая. Она заполняет пустоту. В этой связи, значит, здесь сообщается о том, что в следующем месяце запланирована встреча саммита 5 стран Центральной Азии. Ее так и называют, эту неформальную организацию, Си плюс Си-5. И сюда входят, кроме Китая, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Ну и речь идет о том, как дальше осваивать, как Китай дальше будет осваивать этот регион. Он очень важный регион, потому что он важен прежде всего с точки зрения глобальной доктрины или плана Пекина освоения единый путь, единый пояс, то есть вот этого коридора из Китая, объединение, вернее, Китая как в всемирную мировую фабрику через Центральную Азию и дальше, и потом в Европу как основной рынок сбыта.
и новейшие технологии. И надо сказать, что Россия как-то так она выпадает. Он идет весь этот путь южнее территории Российской Федерации. Это показывает стратегическое видение Пекина будущей ситуации или развития геополитической ситуации во всем мире. То есть понятно, что, видимо, в Пекине считают, Россия не будет источником стабильности, и с ней не стоит, то есть страна и сейчас, и в будущем будет возглавляться сумбурными правительствами, лидерами, поэтому нефиг, как говорится, с ними связываться. Ну, кроме важного географического расположения на карте мира, Центральная Азия привлекает Пекин еще тем, что является источником важных полезных ископаемых, таких как республики, государства этого региона обладают примерно 36% мировых запасов меди, более 5% кобальта и марганцевой руды. Это чрезвычайно важно для Китая. То есть, еще раз, пока друг без границ Вова воюет и истекает кровью, Китай заполняет ту пустоту, которую Вова своими руками создал для товарища Си Цзиньпина. Если так вообще посмотреть на карту и посмотреть, к чему привело последний год, немножко больше года, вот эта безумная путинская война, получается, как я только что сказал, Китай осваивает с востока, а НАТО наступает с запада. То есть, если когда-нибудь придумают награду такую всемирную, как Эмми там, или Оскар, или еще что-нибудь, если будет придумана награда на геополитического лоха столетия, то я думаю, что Путин там будет один из основных претендентов. Но надо сказать, что и у Китая не все так благополучно. То есть тут со всех сторон, кстати, российские средства массовой информации шалят, выбрасывают информацию о том, как хорошо в Китае с экономикой, чтобы показать, что вот такой у нас крутой друг. На самом деле ситуация совсем не ахти. Но китайские средства массовой информации, я рад, что именно они это опубликовали, потому что тут это снимает всякие подозрения в неправильной трактовке тех или иных событий или данных. Так вот, согласно сообщениям или анализу китайских средств массовой информации, наблюдается ускоряющийся поток китайских бизнесов, которые уходят из Китая и перемещаются в другие страны. И происходит это опять-таки благодаря другу Путину, и об этом не афишируется. Это был огромный стратегический провал и товарища Си Цзиньпина, который имел неосторожность поставить на этого Путина за месяц, когда тот посетил в Пекин, за месяц до вторжения в Украину. В результате этих действий возникла геополитическая нестабильность. Запад укрепился, наложил огромные санкции на Россию. Части от этих санкций пострадал и Китай. Цепочки нарушились, рынки сбыта для Китая под угрозой. И чтобы минимизировать эти негативные тенденции, китайский бизнес уходит из Китая и перемещается в третьи страны. Среди этих стран, два региона главных, хотя нет, три региона главных.
для того, чтобы минимизировать или смикшировать вот эти возникшие проблемы, в Юго-Восточной Азии китайцы в массовом порядке перемещают бизнес в Индию, Таиланд, кто бы мог подумать, вторая экономика Юго-Восточной Азии, во Вьетнам, переносят предприятия, связанные с IT, с электроникой, с автомобилестроением или производством автомобильных запчастей, которым вот этим активнейшим образом занимается Таиланд, который становится в Юго-Восточной Азии одним из основных центров, крупным центром автопромышленности, и во Вьетнам. Во Вьетнаме тоже бурными темпами развивается электронная индустрия. То есть фантастика. Вьетнам, Малайзия, Индонезия сейчас один из крупнейших экономических гигантов этого региона. То есть люди в течение десятилетий, последних 20-30 лет, они развивались в то время, когда Мордор разворовывал те деньги, которые посыпались с неба золотым дождем в результате высоких цен на нефть. И нынешняя рашинская элита во главе с гениальным стратегом Путина все это раздеребанила, создала потемкинскую или путинскую деревню и сейчас находится у разбитого корыта. Вот что значит, не зря вот говорят в Америке, что каждая страна такая, какая у нее элита. Затем в Европе крупным государством или партнером Китая, куда китайцы переносят свои предприятия, является Польша, где заложен, вот недавно был первый камень строительства крупного предприятия по производству запчастей. Это все, значит, Юго-Восточная Азия. Это для того, чтобы сохранить цепочки поставок, которые могут быть нарушены в случае дальнейшего ухудшения геополитической ситуации в мире и усиления санкций. То есть китайцы переносят в другие государства, чтобы эти предприятия, ихние китайские, не попали под санкции, в случае чего. Польша и другие государства, возможно, Восточной Европы, а этот вариант рассматривается, перенос туда центров производства товаров имеет целью сохранить рынки сбыта в Западной Европе, Восточной и Западной Европе. Ну и, наконец, крупным партнером в этом деле становится Мексика. Мексика для того, чтобы оттуда легче было поставлять товары на территории Соединенных Штатов Америки. То есть китайцы работают над тем, чтобы сохранить Европу, Соединенных Штатов Америки в качестве основных мест сбыта своих товаров, без чего китайская экономическая модель в стратегическом плане на обозримое будущее существовать не может. Вот в таком условии, вот это основные условия, в которых существует Китай, и которые надо иметь в виду, когда мы анализируем или предполагаем, что может предпринять Китай, а что не может в плане оказания поддержки России в ходе ее агрессии против Украины. И вот глядя на все это, я возвращаюсь к вопросу, зачем Китай, зачем туда ездил Макрон, что полезного может сделать Китай для прекращения или урегулирования войны в Украине. Обстановка такая, вот, с моей точки зрения, что есть серьезные факторы для того, чтобы заставить Китай в нужный момент сказать Вове неприятную новость. Вова, надо учитывать сложившиеся реальности. Ты должен принять этот проект акта о капитуляции, создать который, написать который распорядился генерал Милли своим помощникам где-то несколько недель назад, о чем вам, дорогие друзья, я и докладывал. Ну вот и, собственно говоря, все, что я считал необходимым доложить вам сегодня, в это воскресенье. Давайте с надеждой и уверенностью смотреть в будущее
Я, естественно, продолжаю заходить в 6-ю палату, регулярно замеряю там температуру, и температура как-то падает там. То есть пациент становится все более анемичным. У меня такое впечатление, что они уже в средствах массового оболванивания населения готовят это население к тому, чтобы объяснить будущие неудачи на полях сражений в Украине. То есть, ну, видите, Россия сражается уже со всем западным миром, столько поставляли Украине, но мы же одни, поэтому вот, ну, то есть такое впечатление, что население Мордора готовят к поражению. Но об этом, я думаю, мы поговорим отдельно в ближайших видео. Итак, как всегда, да здравствует Украина, слава Украине, слава ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мордор будет разрушен так же, как когда-то был разрушен Карфаген. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!